Добрый день, друзья! Продолжаю рассказ об этих двух орхидеях. Первый раз я вам их показала прошлым летом в июле. Ссылочку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Рекомендую вам. Пройдите, посмотрите, в каком состоянии мне достались эти орхидеи. Хозяйка уезжала и раздавала цветы. И вот эти две орхидеи как раз попали ко мне. И когда я их начала разбирать, то стало понятно, что эти орхидеи настолько взрослые. Ну, точно мы определить их возраст не смогли, но им было примерно от 8 до 10 лет. А уж какие корни там были, это стоит посмотреть на прошлом видео. Убрала их из старых горшков, очистила от старых корней. Там были вот такие пучки корней, гнилых. Вот это настоящие гнилые корни. Бесполезно их было оставлять в старых горшках, потому что одна орхидея висела из горшка, другая орхидея была высоко очень в горшке, были сухие стволы. И, конечно, гнилые вот эти корни. Поэтому пройдите, посмотрите, это действительно очень интересно. Прошло 10 месяцев. Сразу после того, как я их очистила, обрабатывала. Потом показывала, как у одной из этих орхидей начали моментально, прямо как елка, расти корни. Были пересадки. Все это было вам показано. Все эти видео будут или в правом углу экрана, или обязательно будут оставлены под видео. Потому что процесс за 10 месяцев шел интересный. Но очень давно их не показывала. Зима. Орхидеи пересажены, наращивают очень медленно корни в горшке. И одна, и вторая. Ну, правда, одна из них очень активно и из горшка наращивает корни, то есть воздушной растит корни. Но листьев нет ни у одной, ни у второй. И всю зиму они стоят и не растут. И я думаю, что нетерпеливые архаманы сразу бы начали их к чему-то подталкивать. То ли к росту корней, то ли к росту листьев. Но я этого не делаю. Не применяя никаких стимуляторов и гормональных средств, я их поливала. Ричи, ты как Бэтмен. Прилетел, улетел. Я их поливала всю зиму только равноценным удобрением. Азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. Но такое впечатление, что орхидеи были в ступоре. Да, в горшках есть корни, они растут. Медленно, зима. Стоят под светом, поэтому в горшке есть небольшое количество водорослей. А вот эта водичка, которая видна в горшке, так я их дней 5 назад поливала. Я сливаю всю воду с горшка, но так как у меня обычно полив сразу большого количества орхидей, я оставляю, и вода, оставшаяся, стекает в горшок. Ну, давайте продолжим про корни. И в этом горшке точно так же орхидея медленно, но верно наращивает корни. И только когда начинает становиться длиннее световой день, хотя орхидеи никогда не видели дневного света или солнечного света, они стоят глубоко на полке под искусственным освещением, но они чувствуют, что пришла весна, что день стал светлее и длиннее, и в этот момент они начинают расти. Кстати, я вот этот листик обожженный не убирала, она еще подсушила кончик листа, но чтобы вам было видно, что это та же самая орхидея. И орхидеи начали расти весной. Одна из них выпустила лист. Этому листу примерно месяц. Растет, конечно, растут медленно. Орхидеи всегда растут медленно. А вторая
Я на нее смотрю, думаю, да что ж такое? Корни есть. Конечно, вот они, корни растут, молодые, новые, горшочки. Они растут. Но листьев нет. И еще вчера, когда я увидела, что с ней произошло, думаю, покажу ее вам, чтобы вы подумали, что же она такое выпустила. Но взяв сегодня горшок, я понимаю, что интриги не получилось, и орхидея начала растить цветонос. Я все время говорю о том, что когда орхидея выпускает цветонос, корни она еще может оставить раскукленные или понемногу, потихоньку их растить, но вот листьев она растить не будет, пока идет цветонос, пока растет цветонос. Когда орхидея расцветет и поймет сама, что дальше она бутоны наращивать и продолжать цветение не будет, тогда она начнет растить лист. А сейчас она будет растить цветонос. И мы с вами наконец-таки узнаем, как же эта орхидея цветет, потому что ни хозяйка, ни я не знаю, как цветет эта орхидея. И вот вторая орхидея. Да, когда я сегодня достала их с полки, а стоят они у меня достаточно далеко, и я не могу наклоняться к ним и рассматривать, что с ними происходит, и здесь я увидела, что есть намек на цветонос. Вот он крошечный-крошечный. Но продолжит ли рост этот цветонос, я сейчас даже боюсь определять, будет он расти дальше или не будет. Потому что если сейчас у нас достаточно прохладно, то буквально через 5 дней нам обещают температуру на улице, по крайней мере, 25-30 градусов. А когда такая высокая температура, цветоносам расти не очень комфортно. Поэтому, когда у меня посередине лета или в конце лета не бывает за мной цветов, это только потому, что у нас очень жаркий климат. И никакие сплит-системы орхидеи не спасают. То есть им жарко, они заканчивают свое цветение. Хотя при недавнем поливе я обнаружила на своих орхидеях более 100 новых цветоносов. Не только на этой полке, во всех других комнатах. Но это только из-за того, что я их в марте начала поливать удобрением равноценным, несмотря на их цветение. И целый месяц без отопления был очень прохладный. Ну что ж, продолжим смотреть историю про эти орхидеи. Посмотрим, как они зацветут. И если вам это интересно, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. Ну а музыкальное сопровождение сегодня не от Семы, а от Ричи. Историю про Ричи я рассказывала в прошлом видео. Ссылочку тоже оставлю. До новых встреч. Увидимся на канале.